Нормандия. То самое место, на побережье которого происходила одна из самых масштабных военных операций во времена Второй мировой войны. А что если мы перенесемся на эту карту в нашей с вами любимой игре и попробуем испытать, насколько сложно удерживать высоту и как трудно было тем, кто прорывался с моря. Ключевой опорной точкой у нас будет база рядом с разбитым самолетом. Давайте отметим его на карте. Да, именно это место. Все участники делятся на две равные команды. Задача обороны – занять грамотную позицию для защиты опорного пункта. Их главная цель – удерживать высоту и всячески препятствовать прорыву с моря. Возможно, хорошей тактикой будет постараться нанести максимальный урон по соперникам на подступах с берега. Но также стоит иметь в виду, что они могут воспользоваться разными путями и заехать на вашу базу с неожиданной стороны. Придется любыми способами блокировать им путь. Плавно переходим к нашим атакующим. Они начинают свой путь с берега. Задача атаки, используя разные тактики и маневры, взять высоту. Свой путь им придется пробивать сквозь плотные выстрелы соперников. Главная цель – разбить команду обороны и занять ключевой опорный пункт. Техника, как при обороне, так и в атаке, может использоваться абсолютно любая. А какая команда справится со своей задачей лучше всего, я думаю, вам, как и мне, будет интересно посмотреть. Давайте не будем больше терять ни секунды и поехали! Начинаем мы с боя 3 на 3. Команда красных заняла оборону на высоте. И что мы видим? Игрок на Т-100ЛТ просто врывается на гору и раздает налево и направо. Союзники синих еще внизу не успели забраться наверх. А ЛТ синих уже разобрался с Т-43.
и, похоже, едет забирать Т-28. ИС-4 стал в клинч с Тигром, но он уже остался один. Команды синих втроем с легкостью разберут его на запчасти. К следующему бою нас стало немножко больше. 4 игрока в команде обороны и 4 игрока в команде атаки. Давайте посмотрим за обороной, как они справятся на этот раз. Какой ваншот. Т-43 из команды красных больше не стало. Ха-ха. И Т-28 тоже получил от бабахи с команды синих. Боже, что она творит? Заберите у нее бабаху. Выключаем свет. Дальше будет происходить сплошное насилие. К сожалению, дальше продолжить я не смог. В сообщениях на общем канале я написал приглашение для новых игроков в нашу игровую комнату, за что моментально получил бан. Но ребята все равно продолжали играть без моего участия. Очень им понравился сюжет ролевой игры. И по итогам испытаний можно сделать вывод, что в игре преимущество было на стороне атакующих. Оборона, в большей части, была обездвижена, так как им приходилось защищать точку захвата. На стороне атакующих была внезапность и большая маневренность. Они могли атаковать с разных углов. Благодарю всех игроков, кто мучился вместе со мной и принимал в этом участие. А вы, мои любимые зрители, поставьте лайк, если вам понравилась тема видео. С вами был антистатист Блиц. Подписывайтесь на канал и
Скоро увидимся.